Привет, вы на канале Power Device, и в этом ролике я хочу рассказать вам о интересном фирменном приложении от телефона Asus Zenfone 10 и как его можно установить практически на все Android телефоны и какую пользу это несет. Не так давно на своем канале я уже выкладывал несколько приложений от телефона Asus Zenfone 10 и показывал, как их установить на ваши Android телефоны. Это три фирменных приложения: часы, Sound Recorder и погода. Кстати, к Sound Recorder своим подписчикам я обещал подобрать звонилку от Asus и попробовать настроить запись звонков с этими приложениями. Данные действия у меня сейчас в процессе. Я еще не подобрал нужную звонилку, но когда подберу, обязательно сниму ролик. Надеюсь, все получится, но не факт. Ну а мы переходим к главному виновнику этого видео. Как я упоминал ранее, это фирменный диспетчер файлов от телефона Asus Zenfone 10. Включу светлый режим, чтобы было удобней. К слову говоря, этот телефон Asus Zenfone 10 стоит в районе 100 тысяч рублей, и приложения на нем должны быть хорошие, поэтому я и искал лучшие портированные приложения из его оболочки. Итак, функции и удобство использования у него действительно на уровне. Например, кроме прочего, сейчас покажу, как через этот диспетчер файлов можно легко связываться с вашим ПК или ноутбуком, либо даже с другим телефоном, и получать доступ к вашим файлам, чтобы ими обмениваться. Во-первых, данный диспетчер файлов вы, как всегда, сможете скачать в моем Telegram. Ссылка будет в описании под этим роликом. Но не торопитесь его качать, сперва посмотрите до конца этот ролик, чтобы знать все его функции и настройки. Итак, в главном меню первым делом нажимаем три точки «Настройки» и снимаем галочку «Скрыть системные файлы». Как и в любом хорошем проработанном диспетчере файлов, здесь есть много пунктов, и все приложения разделены. Например, зайдем в фото. Все изображения и фотографии как на ладони. Естественно, то же самое с видео, музыкой. Сжатые файлы, например, zip. А в этот раздел можно добавить избранную папку. Нажимаем плюсик, создаем какую-то папку, скидываем нужные файлы. Она всегда будет отображена в избранном. Зайдем в раздел приложения. Здесь мы видим два пункта: установленные и неустановленные. Откроем, например, установленные. Друзья, важно понимать, что здесь будут отображаться все APK-файлы. Это все APK-файлы, которые присутствуют на телефоне и которые уже установлены. Соответственно, это также APK-файлы, но которые еще не установлены в вашу систему. Также не менее полезный раздел загрузки. Здесь вы можете видеть все файлы, которые вы загружали себе на телефон. Причем обратите внимание, что они разделяются по пунктам. Например, загрузки из Telegram, ВКонтакте и так далее. А это загрузки просто с браузера. Далее очень полезный раздел «Анализатор хранилища». Здесь мы можем видеть по типу файлов, сколько каждый тип файлов занимает на нашем телефоне. Фото, музыка, видео, приложения и так далее. Далее раздел «Большие файлы», то есть весомые. Здесь телефон покажет вам самые весомые файлы на вашем телефоне. Возможно, какие-то из них вам захочется удалить. Недавние — это те файлы, которые вы скачивали с интернета или переносили с другого телефона или, например, компьютера. Раздел «Дублирующиеся файлы». Посмотрите, у меня несколько таких файлов. Это бэкап System Launcher, Security, а также системные мусорные файлы. Смотрите, если на нем удержать, то мы видим его название, а также его размер. Нажимаю на второй файл. Все то же самое, он действительно дублируется. А это системные файлы dump. То же самое. У них одинаковый вес. То есть двойники таких файлов смело можно удалять. И также не менее важный раздел «Корзина». На некоторых телефонах, например на Realme, если удалять какие-то файлы, к примеру фото или видео, они перемещаются в корзину. То же самое у меня было с телефоном Meizu. На таких телефонах может создаваться отдельная папка, и все удаленные файлы перемещаются туда. Этот менеджер видит такую папку, если она у вас создается. И вы можете из этой папки все файлы выделить и спокойно удалить. Таким образом вы подчистите свой телефон. Здесь так же, как и во всех нормальных диспетчерах файлов, можно создавать скрытый раздел. Выбираете, к примеру, использовать отпечаток пальца, потом добавляете в этот раздел любые фотографии, либо файлы, и без вашего отпечатка или пароля в этот раздел уже никто не зайдет. Думаю, здесь все понятно. Идем дальше. Теперь о том, как с помощью этого проводника делается передача файлов на компьютер, либо на другой телефон. В данном разделе просто нажимаем «Пуск». На этом телефоне включаем Wi-Fi. Также тот компьютер или ноутбук должен быть подключен к этому же Wi-Fi, либо к роутеру.
Теперь просто копируем вот этот адрес, переносимся на мой компьютер, открываем какой-то браузер, в адресную строку вставляем этот адрес. Нажимаем «Открыть». Здесь устанавливается связь полностью с вашим внутренним накопителем телефона. Нажимаем на него. И здесь я могу ходить по любым папкам, созданным на вашем телефоне. Например, захожу в свою папку АПК, выбираю здесь любой файл, щелкаю по нему правой кнопкой мыши, можно его удалить, либо, например, скачать. Также можно загружать файлы с компьютера на телефон. Нажимаем вот сюда «Загрузить файл». Обзор. Выбираем любой файл, нажимаем «Загрузить». Он появляется здесь. И таким же способом можно подключаться к другим телефонам или планшетам. У нас все запущено. Я на Realme открываю браузер. В адресную строку вставляю данный адрес. Нажимаю «Перейти». Все то же самое, я подключился к другому телефону. Теперь я могу ходить по всем его файлам и передавать эти файлы с телефона на телефон. Как я говорил в начале ролика, я поделюсь данным приложением с вами. Загружу его в свой телеграм-канал Power Device. Ссылка будет в описании под этим роликом. Также не забудьте подписаться на мой телеграм. Все интересные файлы и видео скидываю туда. На этой ноте желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. Увидимся в следующих роликах. Всем пока!